Меня зовут Андрей, и сегодня я хочу вам показать, как приготовить вкусное итальянское блюдо оссобуко. Это такое очень мягкое, нежное, вкусное мясо с отличным жаркое. И давайте глянем, что нам для этого понадобится. А понадобится нам для этого тимьян и розмарин, 3 моркови, 3 стебля сельдерея небольшого размера, пару зубчиков чеснока, 1 большая или 2 средних луковицы, немножко помидоров, 150 мл белого вина, оливковое масло, 2 столовые ложки муки, 1,5-2 столовые ложки томатной пасты, куриный бульон или овощной 300 мл и, собственно, стейки оссобуко. Это такие распилы голяшки. Толщиной примерно по 3 см. Их вы можете купить в любом, в принципе, мясном отделе любого магазина. Первым делом нам нужно подготовить мясо. Для этого берем бумажное полотенце и хорошенько промакиваем каждый кусочек. После того, как вы промокнули мясо, высыпаем на доску муку. Добавляем сюда немножко перца и соли. Буквально чуть-чуть. И теперь обмакиваем мясо со всех сторон в эту муку. Тимьян и розмарин можно было добавлять прям сразу в муку, чтобы прилипло к мясу и во время обжарки отдало свои ароматы. Но я буду добавлять тимьян и розмарин во время приготовления. Теперь стейки нам нужно хорошенько прожарить, поэтому наливаем в сковородку оливкового масла, разогреваем и выкладываем туда куски мяса. Обжариваем не сильно, буквально по 5 минут на двух сторонах. Нам нужно, чтобы мясо запечаталось и все соки оставались внутри. Так мясо будет более вкусное, когда полностью приготовится. Пока мясо отлеживается, немножко отдыхает и расслабляется, мы порежем овощи. Морковку я буду резать кубиками среднего размера, ну примерно это 7 на 7 мм. В принципе, тут абсолютно не критично, потому что за все время приготовления эта морковка прям практически вся в ноль разварится. Примерно вот такого размера должны быть кубики. Сельдерей нам нужно каждый стебель разделить напополам и нашинковать пластиками или кусочками примерно 5-7 мм толщиной. Что до лука, так лук можно порезать вообще огромными ломтями. Вот примерно вот такого вот размера. А вот помидорки вы можете резать как угодно, хоть просто на четвертинки, потому что за 4 часа приготовления они полностью разварятся в бульон, только шкурки останутся. Чеснок мы рубить не будем, мы его просто вот так вот хорошенько раздавим. Ну а теперь начинаем готовить овощи. В сковородку наливаем оливкового масла. Теперь выкладываем сюда чеснок. Сразу же лук и морковку. Обжариваем примерно 5 минут, а потом будем добавлять сюда сельдерей и помидоры. Кстати, помидоры можно добавлять уже после того, как мы выложим мясо и выльем бульон. Ну а можно сейчас. Я хочу сейчас, чтобы уже было больше вкуса сразу же, как только выложим мясо. Перемешиваем и готовим еще 5 минут. Итак, 5 минут прошло. Теперь выливаем сюда вино. Выливаем сюда куриный бульон.
Добавляем сюда томатную пасту. Хорошенько присаливаем. И добавляем сюда вот такую небольшую горсточку перца прям целым горошком. Теперь все перемешиваем. Теперь перекладываем сюда мясо. Все, теперь вот это замечательное блюдо мы накрываем крышкой и томим на газу на самом слабом огне примерно 4-5 часов. В общем, фишка такая, чем дольше вы томите при минимальной температуре, тем более мягкое и вкусное мясо у вас получится. Итак, прошло уже 5 часов, все это время мясо тушилось на медленном огне, и аромат просто восхитительный. Настолько получилось нежное мясо, я когда вытаскивал, оно чуть ли было не развалилось. Вот эту косточку можно буквально взять пальцем и вытащить очень просто и очень легко. Ну, чего я вам тут говорю, давайте лучше попробуем, и я вам докажу, насколько получилось мягкое мясо. Вот, косточка убирается абсолютно без труда. Ну, что можно сказать, мясо действительно получилось очень нежным, мягким и очень вкусным. Вино сюда было добавлено не зря, оно здесь чувствуется. Также здесь очень хорошо чувствуется аромат пряных трав, тимьяна и розмарина. Не зря сюда добавлен был и сельдерей, он тоже отдает такую свою легкую нотку. Ну, что еще можно сказать? Несмотря на то, что голяшка очень жесткое мясо само по себе, в этом рецепте оно очень хорошо разваривается и получается очень мягким. Даже вот эти жилки становятся довольно мягкими, которые можно спокойно, легко и просто прожевать. Если вам понравился этот рецепт осолони, не забудьте подписаться на канал, ставьте палец вверх. А на этом все. До новых встреч. Пока.